Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 7 августа 2017 года. И наш первый вопрос связан с недавним подписанием Трампом закона о так называемых антироссийских санкциях. И вот Георгий Асланян спрашивает. Медведев, премьер-министр России, указал, что подписание Трампом закона о санкциях свидетельствует о том, что американский истеблишмент вчистую его переиграл. И здесь приводится цитата. «Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован», считает премьер-министр России. Данным заявлением премьер демонстрирует верность страновым элитам и работает на импичмент. Прокомментируйте, пожалуйста, данное заявление. Здесь не только демонстрация верности, тут все гораздо круче и серьезнее. Вообще, когда подписаны санкции были, и началась вот эта у нас внутрироссийская истерия по этим санкциям, у меня было ощущение, что я снова попал в какую-то параллельную реальность и эффект дежавю. Вот, именно вот этого. Поясню, о чем идет речь. Значит, помните, из каждого утюга, из каждой розетки лилось: Трамп выборы проиграл, Клинтон победила, никаких сомнений, 98% Клинтон победила. Все друг друга убеждали в том, что Трамп проиграл. И вот сейчас мы наблюдаем то же самое. Все с усилением таким начали убеждать: Трамп все проиграл, вот все, он не системный игрок. Кто определяет, во-первых, системного игрока, а кто не определяет несистемного? И с одного уровня он не системный игрок, а с уровня выше он системный игрок. Кто кого переиграет? Естественно, более высокий уровень управления и понимания процессов управления переиграет. Трамп представляет глобальную элиту, а Медведев в данном случае представляет подпиндосников. Это вообще даже не страновая элита, это их хотелки, это их понимание того, что произошло. И это у нас истерика по поводу подписания Трампом этих санкций. На Западе спокойно, в Соединенных Штатах спокойно. Работа обычная. Отметили, сказали, Европа выступила против, но никаких вот таких истерик, вот такого бурного обсуждения нет. А почему? Ну, наверное, потому что все не так, как представляется Медведеву и другим, кто представляет интересы подпиндосников здесь, у нас в России. На самом деле, подписание санкций – это еще один пример, что у страновой элиты ничего не получится, когда ее же самыми руками нанесут ей просто колоссальнейшее поражение. То есть это опять же, учитесь работать, мальчики. 3 уже. Да тут вообще вот настолько красиво все сделано, настолько хорошо все сделано и качественно, да, что просто... Удивительно, что когда начинают всерьез рассуждать о каком-то поражении Трампа, о чем-то... Смотрите, какая ситуация. Трамп, его Конгресс с Сенатом заставляют подписать закон. Если он его не подписывает, он агент русский. Если он его подписывает, то он как бы проиграл. На самом деле, что происходит? Трамп подписывает этот закон, но, кстати, если бы он его не подписал, было бы преодолено президентское вето, и вот тогда бы Трамп проиграл. Трамп подписывает этот закон, но Соединенные Штаты, повторю, страна юристов. И он подписание этого закона оговаривает целым рядом условий. Общий тон такого, что если я сочту
вернее, будет принято решение о том, что то или иное положение этого закона является неконституционным, то я этот закон исполнять не буду в этой части. Вот что хочу, буду исполнять, а что не хочу, то не буду исполнять. Где здесь проигрыш? Здесь все очень конкретно. Понимаете? Он реально берет закон и будет исполнять так, как он сочтет нужным. Но ответственность за принятие этого закона будет лежать на страновой элите. А у Соединенных Штатов сейчас идет отстройка от России и Европы. Негатив от принятия этого закона, он в принципе очевиден уже даже для энергетического сектора Соединенных Штатов. Многие выступали: вы что делаете, это неправильно, не так надо, вы загоняете в закон те сектора, которые должны сотрудничать с Россией. Вот. В результате мы будем, американцы имеется в виду, мы будем нести ущерб. А Трамп его подписывает. То есть люди огласили. А потом, когда встанет вопрос, что несет ущерб, то будет возникать всегда одно и то же. Почему Трамп проводит такую линию? А он будет говорить: а у меня закон. Это Конгресс, это Сенат, а там страновые элиты. Вот к ним все вопросы. Вот вы теряете рабочие места, вы теряете в бизнесе деньги. Какие могут быть ко мне вопросы? Это все туда. Это к страновой элите. Весь негатив он списывает на них. При этом, подчеркиваю, там, где он считает нужным, он не будет исполнять этот закон. И вот здесь мы подходим: а почему тогда такая истерика-то у нас в России поднялась? А у нас все подпиндосники, да и вообще, не только подпиндосники, и патриоты, тоже подпиндосники, можно сказать. То есть они сами и страной-то не хотят управлять, им всегда хозяин нужен. А все орали что Клинтон победит. Клинтон победит, и никаких вопросов. Они ставили на Клинтон. У них интересы в другой. У них отношения со страновой элитой по другим линиям выстроены. С Трампом диалога нет. Просто он отсутствует. Понимаете? И принятие этого закона очень точно охарактеризовал Дмитрий Анатольевич Медведев. Он в своем фейсбуке написал: подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой администрацией конец. То есть всем подпиндосникам, ходящим под страновиками, нечего надеяться на то, что они смогут установить какие-либо отношения с администрацией Трампа и остаться на своих местах, остаться в так называемой элите России, на управлении Россией. Все. Чемодан, вокзал, Лондон. Если, конечно, позволят. Но в Лондон тоже не поедешь сейчас. Практически одновременно с подписанием санкций Трампом лондонский высокий суд принял решение, по которому россияне, чьи семьи постоянно проживают в Лондонграде, подлежат исключительно британской юрисдикции. И что происходит у них? У них отнимают собственность там. Это, типа румынские пограничники Остапа Бендера общипали. То есть пусть приезжают туда со всем своим барахлом, пощипают. Вот отсюда вся истерика, деваться некуда. И не один Медведев-то об этом. Тут же Косачев, глава Международного комитета Совета Федерации, тоже завопил: США не оставляют шанса на конструктивное сотрудничество. Все, трагедия. Как это США не оставляют шанса на конструктивное сотрудничество? А они что, решили с батута прыгать на МКС? Они спутники будут из рогатки запускать на орбиту? Они отказались хоть от одной сферы сотрудничества, где их критическая зависимость? Нет. А тогда о чем речь-то идет?
А речь-то как раз и идет о том, что услуги вот этих подпиндосников, которые вон завопили по всем телеканалам, о том, что Трамп проиграл, его поставили в позу. Нет, услуги вот этих подпиндосников больше не нужны. И корабль дальше поплывет. Вот самая значимая вещь вообще в управлении – это то, что у нас управленческий корпус вообще, а подпиндосники в частности, вот они вообще не понимают игры в долгую. Вот вообще не понимают. Им все. Вот знаете, есть такой пошловатый анекдот. Значит, когда самонадеянный студент заявляет, долго ли умеючи? А ему возражают, умеючи-то долго. То есть надо выстраивать игру в долгую в управлении. А они этого вообще не понимают. Они не понимают, как их Трамп в сущности переиграл. Они орут и надеются, что будет какой-то импичмент, как-то там Трампа уберут, ничего подобного. Вот сейчас посеяно зерно, которое взрастет с определенными последствиями для страновой элиты США. И ведь что происходит-то? Уже есть результаты санкций, которые подписал Трамп. Из ФРГ буквально через день приходят сообщения. Сначала МИД заявляет, мы видим, как Россия меняет вектор целей своих отношений с Китая на Европу. Тут же из правительства ФРГ звучит еще одно заявление. Теперь вопрос о Крыме должен быть закрыт. Ну, не упоминать его. Будем разговаривать о наведении мира на Донбассе, а про Крым не будем вспоминать, поскольку это мешает конструктивным отношениям с Россией. Тут же целая группа лидеров социал-демократов выступают. Надо изменить оборонную политику ФРГ. Целый хор лидеров европейского объединения. То есть, с одной стороны, Соединенные Штаты сами себе отрезают возможность сотрудничества, а все санкции, которые подписывали Соединенные Штаты, они были против кого? Они были против Европы. Я вот на прошлом семинаре «Вопросе-ответе» приводил такой гуляющий анекдот в интернете. Соединенные Штаты приняли закон о введении санкций, который вредит интересам Европы. На что Европа отвечает, что они примут такие санкции в отношении России, которые навредят интересам США. А здесь-то что наблюдается реально? Принимают санкции, которые вредят интересам Соединенных Штатов, и в то же время Европа возвращается на свои места, как бы в Россию, насколько смогут настроить отношения. Вот о чем идет. Но речь-то, услуги подпиндосников, которые ходят под страновой элитой США, более в них не нуждаются, в этих услугах. Все. Вот отсюда истерика, вот отсюда визг Медведева, Косачева, да всех остальных. Что все, подпиндосники уходят. Нужны хотя бы немного соображающие люди, а сила Соединенных Штатов в отношении России держать вот этих вот на управлении, она иссякает. И бежать-то некуда. В Лондонграде их тоже никто, вернее, их там ждут с их чемоданами, с собственностью, которую они украли в России. Вот как дело обстоит. То есть это новый ход, когда переиграли полностью страновую элиту. А подпиндосникам в России сообщили, ребята, все, кадровый корпус будет иной. В ваших услугах больше не нуждаются. Да, вот отсюда и визги. Ну, кстати, вопрос тоже по событиям в США от Андрея из Донецка, Путиловка. Появилась информация, что Энтони Скоромуччи, бывший директор по коммуникациям Белого дома, ошибочно попал в список умерших выпускников школы права Гарварда.
Кто кому прислал черную метку или что это значит? Сомневаюсь, что это можно списать просто на случайность. Вот эту ситуацию не понять, если не посмотреть все, что происходит с рейтингом Трампа. Вот это первично, а Скарамуччи всего лишь это последствия. Значит, в чем здесь дело? Вот опять же попадаем в такую параллельную реальность и дежавю. Нам кто только не сообщает о том, что рейтинг Трампа упал, и только наиболее серьезные аналитики, серьезно относящиеся вот к этим всем прогнозам, правильно смотрят на то, что подается, и они говорят, рейтинг Трампа не падает. Более того, он растет. Он ни на йоту не потерял своих значений среди сторонников, которые за него голосовали, и приобретает за счет тех, кто голосовал за Клинтон или оставшимся не голосовать. Дело в том, что Трамп принимает все новые и новые решения, которые сплачивают людей вокруг него. Но чего стоит только одно его распоряжение Минюсту США пресекать факты дискриминации белого населения при поступлении в высшие учебные заведения, где самым дискриминируемым является гетеросексуальный мужчина белой расы. Вы понимаете, как это укрепляет полностью Трампа? И нам постоянно врут о том, что у него рейтинг падает. Он падает среди страновой элиты, которая опирается на то, что они делали карусели, когда гастарбайтеров возили, чтобы они голосовали. Вот. И многие вот здесь они выдают желаемое за действительность, но на одни грабли уже наступили. А им хочется наступить еще и еще раз. И главное, что они делают, чтобы хоть как-то доказать, что Трамп недееспособен, то есть врать про рейтинг можно много, но реально он растет. Позиции Трампа укрепляются среди населения. Значит, что можно сделать, чтобы подрубить Трампа? Это максимально замедлить прием на работу, замещение вакантных должностей новыми лицами, чтобы не дать Трампу назначать своих людей. То есть, вот остались вакантные должности, остались страновики элиты Клинтон, которых представляет на своих должностях, и они должны остаться вообще максимально долго, чтобы на этих местах вредить Трампу. Страновикам плевать на свою страну. Они вредят Трампу за счет устойчивости самих Соединенных Штатов. Они фактически рубят сук, на котором сидят. Они рухнут вместе со страной, но они этого не понимают. Вот. И они максимально тормозят назначение новых людей. Но есть еще один момент, который характеризует вот этот вот случай со Скарамуччи, который всего лишь 10 дней поработал на посту директора по коммуникациям. Но за это время успел потерять бизнес и развестись с женой, именно по политическим причинам. Вот. То есть парень очень резкий оказался. Вот. Дело вот в чем. Непосредственно перед назначением Скарамуччи был определенный скандал, который состоял в том, что Шон Спайсер ушел с поста пресс-секретаря Белого дома. Он был недоволен тем, что у него начальником будет Скарамуччи. Вот. И ушел или не ушел, вернее ушел и ушел, как бы можно так, не сошлись характерами. Но на самом деле, если помните, когда после удара томагавками по Сирии разразился скандал
в связи с этим. И этот скандал нужно было куда-то перенаправить. Его перенаправили на Северную Корею, на КНДР. И там кричали о том, что 3 эскадры, 3 авианосные ударные группировки, 3 авианосца, целая армада кораблей плывут, расквитаться там полностью с Северной Кореей. Мы ее там забросаем бомбами, ракетами, мы там ее всю... Весь мир стоял на ушах, но я уже тогда сказал, что перевод стрелок на КНДР – это способ увести вот этот процесс погашения этого скандала с ударом ракеты, который там же интересы России. И в результате этого игроки несистемные, вот страновая элита, не понимая, что вообще происходит, она могла реально довести до войны, до Третьей мировой. Чтобы этого не произошло, переключили внимание на Северную Корею, а там уже до звона отработан вариант рассасывания проблемы. Ну, посмотрите, как орали. Уже часы назначали, когда будут нанесены удары по Северной Корее. За это время, наоборот, скандал тихо, мирно рассасывается. Вот. И Шон Спайсер тогда сделал оговорочку, но я об этом уже говорил в одном из вопросов-ответов, как раз сразу после его пресс-конференции, когда скандал поднялся. Он там тогда сказал, что нет никаких вообще данных, что Северная Корея каким-то образом может угрожать Соединенным Штатам. А ведь тогда же на этом строилась вся политика-то. Северная Корея угрожает Соединенным Штатам, и поэтому надо срочно собирать военный кулак против Северной Кореи. То есть он проговорился. И чтобы погасить этот скандал, был разыгран скандал с тем, что он там, связанный с Гитлером и Холокостом, подняли, и вот этим скандалом погасили реакцию. Об этом практически не сообщил ни одно СМИ, что он сказал-то по Северной Корее. Заболтали тему, и встал вопрос. Тогда я сказал, вопрос времени. Вернее, так, вопрос времени и способностей Шона Спайсера, когда он покинет свой пост. Сможет выкрутиться – останется. Не сможет выкрутиться – он уйдет по какому-нибудь благовидному предлогу. Он не смог выкрутиться. И он нашел благовидный предлог – я не буду работать вот с ним. И он ушел. Но я к чему все вот это вот рассказал? Дело в том, что вот это, напомнил, рассказывал я там, Скоромуччи не учел всех вот этих дел со Шоном Спайсером. И он наступил на грабли еще сильнее, чем Шон Спайсер. Он такой резкий парень, да я тут всех, меня такие парни поставили, я у них в резерве в кадровом, если я здесь хорошо отработаю, я там все сделаю, вот линия такая. И он начал без дела болтать языком. Шон Спайсер один раз проговорился, а Скоромуччи, это как из пулемета, начал вываливать. И те, кто его поставил, схватились за голову. И именно поэтому 31 июля Associated Press сообщила, что в Гарварде, где он учился, его ошибочно, Скоромуччи, внесли в список умерших выпускников. Скоромуччи намек понял, что те ребята, которые его поставили, и ему намек, черную метку послали. И 31 уже числа он уволился. Все, он был уволен, и он сопротивляться не стал. Но повторю, вот дурная голова ногам покоя не дает. Ну что-то он соображал, где-то это самое. Но он так рьяно взялся за дело, что тут же все и погубил. То есть он слишком много болтал. Вот. А у чиновников такого ранга, в общем-то, голова держится на языке.
Если вот язык болтает без соображения, что можно, а что нельзя, вот, так что для Скоромучи еще не все кончено. У него гораздо серьезнее положение, чем у Шона Спайсера, поскольку наболтал он очень много и разозлил очень многих. Так что, ну, тоже не фатально. Возьмется за ум. Дело вот в чем. И назначение, и его отставка связаны с тем, что скамейка кадрового резерва у глобальщиков еще короче, чем у страновиков. Мало того, что не дают назначать, так еще и людей, которых планируют назначать на какие-то должности, они еще ограниченно годны. И без хорошего кураторства они могут наворотить дел. Пример Скоромуччи. То есть ему нужно хорошее было кураторство, чтобы он был в ранге. И может быть он бы обтесался и был бы все хорошо. Но если бы Трампу позволили назначить на ключевые должности своих людей, а страновики стараются сохранить на этих должностях как можно дольше своих людей. И если где-то кого-то не назначили, а он там уже уволен, предшественник, и там исполняющий обязанности исполняет, им по барабану, что будет вообще со страной. Чем хуже, тем лучше. Вот. Тогда быстрее поймут, что Трамп, там, скажем, он не справляется со своими обязанностями, импичмент его. А то, что страна рухнет, да, не верят они в это. Как не верили партсов номенклатура, благонамеренные, которая не участвовала в сценарии переформатирования Советского Союза социалистического хозяйства в капиталистическое хозяйство с новым социальным укладом, вот, так и страновики не верят, что Соединенные Штаты рухнут. Потому что они не участвуют в этом процессе. Они всего лишь статисты в чужой пьесе. К другим событиям. В передаче «Информационная война» с Дмитрием Тараном вы частично осветили вопрос, связанный с перестрелкой в Московском областном суде. Но вот товарищи просят более подробно осветить этот вопрос. Опять же, Георгий Асланян пишет, просит прокомментировать это дерзкое нападение. И возможно ли, что данная группа имела связи с ИГИЛ и руководилась через ИГИЛ страновиками США и работает на дестабилизацию ситуации в России. И Радомир Ковалевский из Севастополя также пишет, учитывая, сколько могли знать эти бандиты, в чьих интересах могли работать, у кого они снимали жилье и так далее, задаем вопрос. Это была заказная ликвидация? Никакой ликвидации вообще не было. Была попытка побега с определенными целями побега, которую пресекли умелые действия Росгвардии. Значит, про связи с ИГИЛ, безусловно, были. Руководства со стороны ИГИЛ, безусловно, не было. Для этого нужно понять вообще, что такое банда ГТА. Банда ГТА, она зверствовала особенно в 2014 году, когда на трассе Дон стали убивать водителей, нападать на машины, и им инкриминируют убийство 17 человек. И чем интересна эта банда ГТА? Она интересна тем, что там происходила отработка сценариев дестабилизации перевозок на трассе. И это с одной стороны, а с другой стороны люди, которые проходили там обкатку диверсионную, повязывались кровью, они отправлялись воевать в составе ИГИЛ в Сирии. Связь была прямая, но это не значит, что их действиями руководил ИГИЛ. Как такового ИГИЛ, Аль-Каиды или еще какого-то там чего-то не существует в принципе. Есть единый штаб
который находится в Вашингтоне, условно говоря, поскольку ЦРУ и Пентагон руководят разными направлениями. Вот. Это Потомак Лэнгли. Вот. Они руководят разными направлениями, но суть заключается в следующем. В зависимости от задач, которые разрабатываются, той группировки террористов, которую объединили под эти задачи, дается соответствующее название. Выполнили свою задачу, и это Боко Харам там или прочее, и они постоянно перетекают друг в друга, насыщая. То одни присягают ИГИЛ, то другие присягают ИГИЛ, то потом уходят, то Аль-Каида, в зависимости, повторяю, от задач, которые им руководители из-за лужи видят. Там создается такая группировка. И поэтому то, что вот у нас здесь была база подготовки боевиков для ИГИЛ, вовсе не означает, что руководились они из ИГИЛ. А руководились они из Соединенных Штатов. И прикрывали эту банду ГТА подпиндосники. Достаточно сказать, что в 2014 году главарь банды был взят на территории, он жил на территории коттеджа, руководитель управделами Генпрокуратуры России. У него на территории Фафлигеля жил главарь банды. Вот сказать, что чиновник такого ранга не знал, кто, это просто смешно. Комнатку снимал, да? Зачем комнатку? Флигелек. Или флигелек. На территории, чтобы случайно никто не сунулся. Кстати, во время задержания он оказал вооруженное сопротивление и погиб. Ну а чиновник из Генпрокуратуры потом по-тихому уволился. Чего привлекать внимание? Уволился и уволился. Так вот, а суть-то вот это действие банды ГТА заключался в следующем. Отрабатывался сценарий, как дестабилизировать вообще состояние грузоперевозок, грузопассажирских перевозок, вообще поездок по стране одномоментно и везде. И вот эти люди, которых задержали тогда, они по сути являются руководителями, то есть это младший сержантский состав, который у каждого будет своя боевая группа со своей боевой задачей на отдельной трассе, которые должны были по определенному сигналу выйти на эти трассы и громить, убивать людей, чтобы дестабилизировать. В 2014 году, напомню, задачей страновой элиты США было развязывание Третьей мировой войны, и главицем было сбитие Боинга над Донбассом. Тогда мы по Третьей мировой войны буквально на бровях ушли. Чего, кстати, вот я вообще не вижу понимания у нашего экспертно-аналитического сообщества событий 2014 года. А катастрофа была прям буквально, она дышала в лицо, Третья мировая война. Вот. И вот когда начались бы боевые действия на Донбассе с участием российской армии, куда бы ее втянули, вот тогда бы на трассы вышла бы массовая вот эта вся армия из банды ГТА, которая бы начала убивать людей и дестабилизировала бы тыл по полной программе. Но, во-первых, правильные действия всего комплекса управления во главе с государем России привели к тому, что план развязывания Третьей мировой войны не сработал. Мы не втянулись в эту провокацию, связанную с Глявицем, Боингом, сбитым над Донбассом. И ликвидировали эту банду. Ликвидировали, в общем-то, только сержантский состав. Я еще раз говорю, у каждого должна быть своя бандочка маленькая с этими задачами. И вот эта банда дошла до суда. И вдруг этих бандитов
который представляет собой абсолютно опасных типов, которым терять вообще нечего, перевозят, конвоируют с наручниками пристегнутыми спереди, и на 5 оказалось всего лишь 2 конвоира. А это означает только одно, что этих конвоиров их руководство приговорило к смерти, их отдали на убийство этой банде. Сознательно была создана ситуация, при которой 5 отъявленных головорезов оказались в одном тесном помещении, и им была предоставлена возможность, чтобы они этих конвоиров убили и завладели их оружием, то есть в лифте. Все было просчитано. Не рассчитали только одного, что там будет наряд Росгвардии, который и пресек полномасштабную провокацию. А была очень серьезнейшая провокация, чреватая серьезнейшими последствиями. Так вот, ну еще небольшой штришок по банде ГТА. В 2016 году, год назад, было то ли 1, то ли 2 нападения на посты ДПС с топорами. Это тоже отсюда. То есть, а чего это? Вдруг выскочили и топорами порубили одного ДПСника, захватили его оружием и ранили еще одного. Ну, третий положил этих. Он одного положили, второго задержали. Вот. А говорят, что было 2. То ли 1, то ли 2. Весьма странная там ситуация. Но если в прессу было вброшено 2, значит планировалось 2. И второе не состоялось. То есть есть центр координации управления вот этими процессами. И руководитель, который сознательно, повторяю, он сознательно пожертвовал жизнями своих подчиненных, отправив 2 против 5. Но на смерть он их отправил. Он участвовал сознательно в подготовке и осуществлении государственного переворота в России. Но он всего лишь пешка. Указание, как организовать конвоирование вот этих убийц в здании суда, он получил свыше. Ниточки тянутся на самый верх. Повторю, главарь банды проживал в коттедже, вернее во флигеле, на территории коттеджа, принадлежащего управделами Генеральной прокуратуры России. Он его лично прикрывал, деятельность банды ГТА. Вот. То есть говорить о том, что нет каких-то свыше, не приходится. Сам факт нахождения 2 конвоиров и 5 убийц говорит о том, что эта ситуация была смоделирована свыше. А чего же они добивались-то? Мы знаем, что они пытались прорваться к оставшимся членам банды, которых судили в это время в этом же Мосгорсуде. Вот, облсуде, прошу прощения. А это означает только одно, что была запланирована провокация. Никуда они бежать как таковую не собирались. Они собирались объединиться вот с этими оставшимися членами банды и с захваченным оружием, возможно, и с заготовленным в Мособлсуде, там, возможно, еще было что-то. Вот. Тут говорить можно по-разному, но суть заключается в следующем. Даже захваченного оружия им бы вполне хватило для того, чтобы захватить заложников и предъявить миру недееспособность российского государства, когда у них суды захватывают. А в это время по всей России спонтанно проходят блэкауты. И вот вы представьте себе, что происходит. Захваченные заложники в Мособлсуде, блэкауты по всей России, авария на шахте «Мир». Все это в одну кучу. Это реально дестабилизация всего внутреннего положения
и попытка государственного переворота. А учитывая, что в последнее время со стороны патриотически озабоченной общественности вдруг стали появляться вбросы различные, ой, Путин вдруг появится Ли Харви Освальд, ой, он появится. Это к чему готовили? Вот какую крупномасштабную провокацию сорвали сотрудники Росгвардии, которые по воле свыше оказались в это время в суде. Все было продумано, чтобы произошло именно так. Не продумали только то, что там будут сотрудники Росгвардии, верные своей присяге, которые пресекли эту провокацию. Ну, собственно, ответили на вопросы Максима и Сергея, которые спрашивали по поводу причин блэкаутов. Значит, еще раз, никакой не было здесь ликвидации, они ничего не знали, в силу, опять же говорю, того, что они всего лишь исполнители, и они ни на кого вывести не могли. Кого надо, ликвидировали при задержании. Мандримов Саид пишет далее. К чему бы это? Приводит здесь цитату. В Западной Европе продолжается череда таинственных убийств высокопоставленных банкиров. Их убивают нарочито жестоко вместе с детьми и женами. С января этого года было убито уже 14 топ-менеджеров ведущих банков. И ни одно из преступлений не было раскрыто. Ну, это вообще просто. Фильм «17 мгновений весны», и там есть такой эпизод. Значит, Шелленберг со Штирлицем идут по территории тюрьмы, выходят в один, ну как его назвать там, где гуляют под крышей-то, под сеткой, ну для прогулок, и там лежат 4 расстрелянных офицера. И Шелленберг спрашивает, вы знаете, он говорит, да вот того знаю, он ваш адъютант по особым поручениям. Вот. И 3 остальных тоже. И Шелленберг подписывает там, что это расстреляли. Вот. О чем идет речь? Эти люди по особым поручениям знали слишком много не по своему статусу. Они участвовали в таких операциях, они создавали такую сеть, которая позволяет потом людям более высокого уровня уйти за рубеж и иметь определенные финансы для последующей деятельности. Но вот эти люди, которые все это создавали, они становились опасными свидетелями, поскольку вступал в человеческий фактор, и они могли потребовать свою долю в том, в послевоенном участии, это скрытии, денег там и все прочего. И чтобы это все пресечь, да, они честно выполнили свою роль. Да, они полностью, как сказать, соответствовали выполненной задаче. Но они не соответствовали тому уровню знания о будущей структуре управления своей должности. А повышать их никто не собирался. Там пирамидка, и всем тесно. На определенном уровне ты соответствуешь, а выше тебе нельзя. Поэтому ликвидировали и хвосты спрятали. Я постоянно говорю одно и то же. Сейчас идет перебазирование, перенос центра концентрации управления из Лондона в Китай, Юго-Восточную Азию. Соответственно, этой задачи, а из Ирана, между прочим, в Европу, как бы там ни было, не Иран пусть приходит в Европу, но из Европы в Иран все равно идут определенные потоки, связи, выстраиваются, идет. И есть теневое управление, и кое-кто знает об этом. И вот если раньше мы говорили о том, что идет перенос центра концентрации управления, и это было, может конспирология, все то и сё. Но пару недель назад Кристин Лагард что сказала?
мы запланировали перенос штаб-квартиры МВФ в Пекин. Ну, вам еще какая квитанция нужна, чтобы наконец-то увидеть процесс-то, который идет? Ну, вам, вот, ну, мы говорим, ничего не говорит об этом, да? Ну, вам уже директор да, фонда МВФ говорит о том, что все, центр концентрации управления переходит в Китай. Но осуществляют этот перенос центра концентрации управления широкий круг исполнителей, которым, опять же повторю, они знают слишком много для своего статуса. А при переносе туда их статус не планируется к повышению. Что нужно сделать? Нужно их ликвидировать так, чтобы дисциплинировать всех остальных. И скрыть это управление за какими-то там другими, ну, маньяк убивает, например. То есть специально детей убивают, чтобы дисциплинировать остальных? Да. А не просто их самих? Да, да, убивают целыми семьями. Вот. Детей тем более. А вдруг ребенок заинтересуется? Вот есть много фильмов, связанных с тем, что вот кого-то из руководителей ликвидировали, да, а потом дети вырастают и начинают интересоваться, а за что были убиты родители, и мстить. Зачем? Зачем нужно допускать такую ситуацию? Вот они, а как ликвидировать? Это вот и жестокость, маньяки какие-то действуют. Поэтому чем ближе сроки переноса центра концентрации управления в Китай, тем больше таких убийств. Тех, кто выполнили задачу свою, знают слишком много, но они в будущей системе должны занимать не ту должность сообразно своим знаниям. А раз они знают слишком много для своей должности, для своего уровня, ну проще ликвидировать. И еще одно сообщение. 31 июля на наш сайт прислал Анатолий Распопов. В эти дни исполняется 445 лет битвы при Молодях. Мало кто слышал о ней. Почему в России очень мало снимают фильмов, считай, не снимают, о знаковых, переломных, трагических, героических событиях, случавшихся в ее истории и на примере которых можно было бы воспитывать молодежь? У США, считай, почти нет историй, а исторических и псевдоисторических фильмов навалом. Может, пора начать почаще и всерьез обсуждать эту проблему, глядишь, и дойдет до кого надо. До кого надо? А кто будет выделять? А кто будет снимать? Вот те фильмы, которые сейчас снимаются по истории России, ну ничего кроме непечатных выражений не вызывают. Потому что это такая клевета, особенно на советское прошлое, ну просто это невообразимо. Все, и военные фильмы, и про космос, и вот чего не коснись, просто клевета. Вот. Грязью поливают, и все это снимается за государственный счет. Понимаете, ведь люди, которые принимают решения, они и выделяют деньги, они утверждают определенный сценарий сообразно своим политическим устремлениям, пониманиям. А если мы еще не до конца суверенны, то кто будет выделять фильмы на такое? Вернее, кто будет выделять деньги на снятие фильмов про такое? И «Битвы при Молодях». Я уже про нее комментировал, повторяться не буду, но кое-что надо сказать. Ведь все слышали про Ливонскую войну. А что там за битвы-то были? Сколько там участвовало? 1000, 2000. А в битве при Молодях была разгромлена 120-тысячная армия хана Гирея. И причем ведь какая ситуация это была? Смотрите, 1571 год. Набег крымских татар на Русь, сожгли Москву. Все. Казалось, Москва больше не встанет. Просто не встанет. И на последнюю битву все мужское население, которое могло воевать, из Крыма
крымских татар хлынуло в Россию. Добить Россию. И огромный разгром. Просто вот вообще напрочь разгромили. Но если поднимать вот это все, тогда встанет вопрос, почему мы знаем про Ливонскую войну, где, повторю, так, мелкие битвы. Основная битва была именно с крымчанами, с крымскими татарами. Там война, там истекали основной кровью. Но об этом ничего не слышно. Но если разбирать эту битву, станет вопрос о роли и месте в истории Ивана Грозного. А подняв вопрос по этой битве, встанет вопрос, а как можно будет врать тогда про Ивана Грозного, про его управление, что он кровавый тиран, что он ничего хорошего не сделал, что все держалось на страхе? Как можно будет извращать прошлое России, врать на Ивана Грозного? Так лучше мы просто замолчим. Вот такие знаменательные события. Не будем выделять деньги ни на исследования исторические, ни тем более на создание фильмов по этой тематике. Вы представляете, что если снять по этому событию фильм, какой-то общественный резонанс, люди сами накопают. Это выпустить джина из бутылки. Патриотизм какой будет? Скажут, ого, Иван Грозный, да это же вообще государь российский. А нам про него всякое разное тут врут просто. Ведь все, что мы знаем о Иване Грозном, это вранье. А почему? А потому что Иван Грозный перехватил управление центра концентрации славянскими землями из Польши в Россию. Простить это глобальщики ему не могут. Поэтому он у нас в нашей историографии, которую нам навязали, абсолютно негативный. Ну, там что-то создал позитивного. А как? Вот поэтому для того, чтобы выделялись деньги на съемки действительно исторических фильмов, хоть по Великой Отечественной войне, хоть по космосу, хоть по любой реальной, по любому реальному событию в нашей истории, битва при Молодях или та же самая Полтавская битва. Вот. Не так, как ее изображают, а как реально. Скрытые механизмы управления, на что Петр I ориентировался и что вынужден был учитывать. Вот. Вызовет именно к жизни реальное осмысление российской истории. А на это денег нет. На это денег. Вот на 3 дня в мае, где русские солдаты только и мечтали там изнасиловать всех их немок, на это деньги находятся. И даже место в работе министра культуры Мединского «Война», место находится этому вранью, этому поклепу гнусному. Но Мединский выделяет деньги. Ну вот, сообразно тому, что он написал в своей книге «Война», то он и финансирует. А у нас остается одно – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И поэтому нужно осваивать достаточно общей теории управления, чтобы знать, как управлять социальные суперсистемы, чтобы защищать интересы своей и своей семьи. Это, кстати, а никто не будет защищать. Последний вопрос. Последний вопрос. Ну вот и мы опять выходим на необходимость знания теории управления. Чтобы разобраться с этими вопросами, чтобы знать, какие подводные течения текут, как вычленить из всего информационного потока управленчески значимые сообщения, из всего потока, который призван заболтать тему, надо обладать знанием теории управления. Вот как для того, чтобы двигаться по дороге, нужно знать правила дорожного движения, так для того, чтобы жить по жизни, нужно знать достаточно общую теорию управления. И помнить, знание – власть. Берите эту власть в свои руки. Изучайте работы внутреннего предиктора СССР. Можно в книжном варианте, в бумажном, можно в электронном варианте, на сайте Dot.ru все это есть.
Берите знания в свои руки. Берите власть в свои руки. Защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. До свидания.